И... Куда меня телепортирует? Дамы и господа, всем привет, с вами Сэр Холмс, Morrowind, Tomb Raider Rebuild. Нахожусь я в Антирине, в пещере с скрытым дейдрическим святилищем. Я в конце прошлого эпизода говорил, что собираюсь за кадром тут разобраться с вот всеми этими находками, со всеми этими... Ну, вы поняли, со всем лутом. Но решил, что мне нужно в Альмастир, правильно? Кстати. Не видно почему-то его на карте. Да ладно, тут со многими так на самом деле местами. Мне осталось до него дойти, если идти пешком, совсем немного. И тут я, в общем-то, ходил уже. И тут ничего нового я все равно не найду. Поэтому я решил уже сразу отсюда телепортироваться в него с помощью вмешательства Альмсиви. И уже сюда, в эту пещеру, не возвращаться. Тут я все исследовал, тут у меня есть метка, но... В общем, продвинемся сразу существенно, ничего не потеряем. Погнали. Вот, сразу же удалось заклинание, что приятно. Сейчас я часть... всех сокровищ отложу в своем схроне в канализациях Альмастира. Да, я перегружен, к сожалению. Время уже к утру. Вот, но тем не менее... Да, топор, конечно, тяжелее, чем клеймора. Несмотря на перегруз, это же можно дотащить вот таким образом. Это, конечно... геморрой, но почему бы нет? Оставить такое валяться просто на улице тоже как бы не очень реалистично, да? Потому что кто-то это обязательно сворует. Дейдрическое оружие, это же... одно из самых вообще, если не самое дорогое, что есть в этой игре. Вот, и я решил так. Тут сейчас много возни предстоит. С одной стороны, я не хочу, чтобы вы за всем этим скучным процессом наблюдали. С другой, не хочу, чтобы и упускали это, потому что все-таки есть определенная доля удовольствия от того, что... мы с вами получаем награду за все наши приключения, злоключения, да? Вот, поэтому я сделаю так. Буду просто делать небольшие вставочки, такие видео. На каких-то ключевых моментах всего этого процесса. И давать вам отчет, что я продаю, что покупаю, что прячу. Вот. Пока что моя задача дотащить дейдрическое оружие до укрытия. Да, очень большой перегруз. Ну, в общем, встретимся там уже. Итак, дотащил. Пока что я оставил это здесь, и я вспомнил. Я же забыл посох эбонитовый в этом подземелье. Я подумал, что, ну, с одной стороны, ладно, черт с ним, с этим посохом, но с другой, это ведь небольших затрат стоит вернуться за ним, на самом деле. Ну, правда, я телепортировался не прямо к нему, но это недолго сбегать. Да, я там, не помню, сказал или нет, часик еще я вздремнул, потому что ну, всю ночь я провел в этом чертовом подземелье без края и конца. С кучей, кстати, потайных мест, да, вот чего стоит, например, вот этот вот балкон. Вот. Ну, короче, вы поняли, это... нетрудно мне сюда вернуться, в общем. И забрать
Бонитовый посох. Ну, лишними несколько тысяч септимов не будут все-таки, правда? Ну вот, поплыли денежки. Тут, значит, я вымениваю дреукский шлем на все его деньги, плюс 2 зелья, 3, и 2 свитка. Невидимость и восстановление. Потом в магазинчик, где у нас был квест по книжкам, продаю свитков, несколько не очень толковых. Ну, еще бы она их брала у меня. Сторговаться надо, конечно же. В таверну я продаю 4 жемчужины и 5 ночных глазов. Жемчуг у меня 28 штук было. Надо же, сколько насобирал. Колечко с аметистом продаю вот этому торговцу небогатому. Я, кстати, еще одно колечко продал другому небогатому торговцу. Вот. Ну и здесь я решил расщедриться, стеклянный танто продать по дешевке. Я у него довольно много всего подчинил, поэтому у него нормально так денег. Ну и, собственно, ладно. Чего жадничать, да? Сколько я еще таких стеклянных танто найду? Амулет левитации уходит этой даме. Ну, у меня и так довольно читерное кольцо, а этот амулет весит аж фунт. Да и для коллекции он не... Ну, хотя, ладно, оставлю. Он, наверное, выглядит прикольно. Ну, а я и жемчужинку, чтоб не расстраивалась. Вот здесь в обмен на все его деньги 2 камня душ, 2 кольца, 2 жемчужины. Не так уж это и просто, да? Да ладно, ну. Пес. На 1 септим всего удалось торговаться. Здесь за перчатку Индарил 2 великих камня душ и все ее септимы. Здесь за камень душ с Даэдротом несколько маленьких камней души, все ее септимы. А, да, вот сюда я продал еще 2 винтажных бренди. Там, по-моему, 500 септимов удалось выручить за них. Потом 1 черную жемчужину, 1 обычную сюда. И, похоже, это все торговцы, кроме алхимика, у которого у меня квест здесь. Ну, возможно, еще за мостом у нас что-то есть, я не помню точно. Но я сейчас туда в любом случае сбегаю, проверю. Да, правда, есть тут парочка полезных персонажей. Вот у нее я купил заклинание молнии от 40 до 50 урона. Может быть, когда-нибудь в будущем буду пользоваться. И за эти деньги 4 жемчужины ей продаю. Я провел целый игровой день, получается, тут все это распродавая. Вот уже стемнело, и доставил я зелье тишины нашей бедной торговки зельями. Говорит, спасибо тебе, Холмс, вернись через день, у меня есть идея для подарочка для тебя. Где-то надо мне день теперь чалиться. Ну, я думаю... Так, 9 вечера, то есть вернуться в 9 вечера. Прежде всего, отоспаться. Потому что, по сути, ночь была бессонная у меня. Потом сплавать в Старый Бенгард. Ну, прихватить с собой какую-нибудь клеймору, наверное, доэдрическую туда. Потом вернуться. Да, отдать камни проклятые, конечно же, самое главное. Потом вернуться сюда. Вот, а там уже посмотрим. Я уже который раз с первого раза добираюсь правильно до своего. Красиво, да? 81. У меня как раз на 80 вместимости. Немного. Ну, можно, в принципе, расчистить, а можно взять, например, вот этот топор. И все, больше я ничего не могу взять.
А сколько тут скумы у меня? 22. С ума сойти. Ладно, это остальное пусть все лежит. Так, теперь спать. С утра отправимся в Старый Бенгард. Давай, 8 часов. Так, журнал обновился. Даже так. Прошел не день. Наступил только следующий. Ну так-то логично. Я ей утром, получается, дал зелье. Ой, утром, вечером. Сегодня утро. Уже наступило. По идее, она должна была за эту ночь протестировать зелье. Вот логично сделано. Молодцы разработчики, опять же. А дождь так и не кончился. Тревожные ныне воды Альмастира, да? И дождь только добавляет этой тревоги туда. О, спасибо. Ого, ничего себе, сколько она мне тут надавала всего. Дыхание под водой, медленное падение, 2 левитации качественных, 3 качественных восстановления магии, 3 качественных восстановления. Ну, я считаю, что она 300 септимов отбила свои. Холмс, я надеюсь, ты не забыл о своей награде. Я собрала несколько своих лучших зелий, которые помогут тебе в твоих приключениях, путешествиях. Это немного, но от них точно будет толк в сложных ситуациях. Отлично. А журнал обновился? Да, я поспала. Чудесно поспала. После того, как дала ему зелье. Хотя Наруся сделала его немножечко слишком сильным. И теперь Ролет вообще не может издать никаких звуков. Я посмотрю, как его починить. Но тем не менее, спасибо, Холмс. Нормально. Наруся классный алхимик, это да, я уже понял. С чувством юмора, правда, с черным. Вот, я еще тут пытался найти учителя красноречия. Но тут вообще только один учитель, по-моему, существует в этом городе проклятом. И там не про красноречие. Так, это возьми обратно. Вот это мне тоже не нужно, спасибо. Я бы в деньгах предпочел. Вот эти вот я по-любому оставлю себе. Ну, кстати, не лучшего качества зелья, но вполне себе пойдут. Пригодятся. Вот, и возьми, пожалуйста, жемчугов немного. Так, ну можно, кстати, у нее что-нибудь выторговать. Глаз Даэдра. Например. Интересный ингредиент. Перышко. Давай. Такс, давайте подумаем. Почему? Этот квест все еще активен? Silent Night он назывался. А, нет, все. Подсократилось количество квестов, что приятно. Я, знаете, даже думал, что можно вернуться на континент, закрыть все вот эти квесты. Ох, правда, их не так уж много на самом деле. Ну ладно, неважно. А, так, что я их открывал-то? Сориентироваться, что дальше делать. Ну, типа, вот эти квесты висят. Санаси квест еще не закрыт. Здесь надо качать красноречие. Этот квест. Надо вернуться, извиниться перед стражником. Вот надо сейчас камни сразу привезти в Старый Бенгард. И не это самое. Вот мне интересно, с помощью вмешательства Альмсиви можно из Старого Бенгарда телепортироваться в
По-любому надо там поставить метку. И телепортами перетащить все мои пожитки отсюда в Старый Бенгард. Все-таки Старый Бенгард, он куда ближе к цивилизации, так сказать. Так, ладно. Вот это я ищу все еще, где проживает этот недруг. Это на континенте, ой, на острове, это тоже. Вот эти, кстати, квесты я, возможно, не смогу закрыть. Хлаал Хорторор и найти Бидена Гиладрена. Я их случайно вообще взял. Вот этот я пытался закрыть в Альдруне, но как-то не получилось. Вот этот непонятно как закрыть. Надо вернуться как-то в этот... Может быть, еще как-нибудь. Приключений тут еще полно. Возможно, в ходе них я пойму, как это сделать, как в Халан вернуться, да? Вот здесь тоже надо красноречие, походу, чтобы повыбивать долги из пекарей. А это на острове. А, вот, кстати, один из квестов, до которых все, у меня руки не могут дойти на континенте, который я взял еще в первых сериях. Кстати, была 100-я недавно серия, там ребилда исключительно. Ну ладно. А, это тоже на острове, это тоже. Это, кстати, сюжетный квест. И это тоже. Вот этот квест завис, если бы я нашел его ID. Может, вы знаете каким-то чудом, друзья. Я бы его закрыл через консоль. Кстати, может, имеет смысл читаться на форуме, там, Rail Rebuild, о том, что баг нашел. Квест не закрывается. Там, я думаю, оно все глюкнуло из-за того, что я нашел жемчужину сначала этого лича, филактерию его. Вот, потом только доложился ему о том, что я убил крестоносца. Ну или как, или я вообще перед этим всем нашел вроде бы его филактерию. Вот, то есть, по сути-то я выбрал один из двух вариантов основных решения этого квеста и довел дело до конца, но квест почему-то не закрылся. Я думаю, это из жемчужины все. Вот это непонятно, как делать, но скорее всего. А, ну, кстати, это в Старом Эбенгарде надо тоже добраться до двух ламп, они там где-то есть. Это на острове, это Салцхейм. Ну, в общем, да, ближайшие планы это вернуться все равно в Старый Эбенгард и там продолжать линейку гильдии воров. Ну как бы то ни было. Я уже забыл, что я тут хотел делать. Так, я таскаю с собой топор доэдрический. Молодец. Ладно, действуем просто по плану. Кстати, может быть, каким-то чудом у вас деньги восстановились? Ну, друзья. Нет. Ладно, это было бы слишком. Корабль здесь, правда? А, кстати. Немного изменились реплики ординаторов. Вот он говорит: «Не сходи с пути Велота». И я видел что-то в воде, что-то большое. Возможно, это из-за того, что их отношение ко мне улучшилось. Сейчас аж 40 единиц. Это благодаря амулету. Ну и вообще я более красавчиком стал за это время. И чё, мы на этом поплывем, что ли? Ладно. А что ты хочешь? Ты ничего от меня не получишь. Если это то, на что ты нацелился. У меня и так довольно много проблем. Тут на мою тарелку навалилось из этих проклятых дрелгов. Ну, а если ты хочешь, чтобы я тебя куда-нибудь довез, я не откажусь от пары лишних монет. А чё у тебя не так с этими? Индалрун даже. Индалрун мне не интересен. Что у тебя с дрелгами? Знаете, мне кажется, что это все неспроста, все вот эти вот фразы ординаторов по поводу того, что они видели что-то там в воде. Вот этот парень на дрелгов жалуется. У нас же пасть Порудмы тут недалеко. И, собственно, сам Порудма этот. Наверное, в одном из обновлений разрабы чего-нибудь сюда добавят эпичного, какого-нибудь квеста там. По спасению Альмастира там, наверное. Ну, что-то я разговорился. Погнали уже.
Старый Венгард. Ну что ж, путешествие практически закончилось, получается, мое. Все, это такая командировка была в Тарджулан и в Альмастир. Но сейчас надо еще будет помыкаться. Помыкаться в Альмастир, чтобы перенести доэдрические артефакты. Ну, я обычно не про вот это все, не про накопительство, но черт возьми, сколько это стоит? Это ж по сравнению с остальными вообще вещами. Наконец-то дождь кончился, который тут есть. Это просто что-то с чем-то. Но первым делом надо сходить. Так, опять я не туда пошел. Гильдия магов у нас здесь. Кстати, FPS стало больше с туманом, приятно. Почаще бы туман. Вот обычно наоборот, правда? Когда туман, то все печально. Так, ладно, раз я сюда пришел, я... А, кстати, у меня даже еще нет в коллекции меча двуручного доэдрического. Да и катана зато. Решил еще дротик оставить для коллекции, знаете? Когда-нибудь у меня же будет свой дом. Когда-то же я остепенюсь, черт возьми. Так. Матриарх Таэдра. О. Ну, это, кстати, не самый толстый Деэдра матриарх из тех, что мне попадались, но пойдет. Так, уроки Вивека, пожалуйста, сюда. Это тоже решил собирать книги. Это я почитаю потом когда-нибудь. Это сюда. Ой, черт, как это все некрасиво, ужас. Я, кстати, ребят, нашел еще второй том уроков Вивека. В этом. В Альмастире. Надо этим воспользоваться. А, ну, кстати, может быть, я еще схожу там в одно место близ Альмастира. Посмотрим сейчас. Пока точно не решил еще. Перышко. Ну, пусть будет. В любой момент можно выпить. Так, это я тоже решил оставить для коллекции. Это так-то я бы мог за кадром оставить, но мне кажется, это интересно вам тоже, да, что я тут... Так. Ну, амулет правда красиво выглядит. Хорошо, что я его не продал. Вот еще вот этот, кстати, смотрите. У меня есть... Хотя... Я подумал, что он... Ну да, в принципе, смотрите. Прикольно, да, выглядят они тут вместе все. Этот хоть подешевле, но черт возьми. Так. О, эти артефакты. Давайте их водрузим куда-нибудь. Вот сюда для разнообразия. Шлем Святого Фелмса. Адамантиновый, кстати. И вот этот вот шлем ныряльщика. Ну вот это забавное кольцо. Так. Вот этот я продам по-любому. Посох. Колечко вмешательства в Альмсиве. Это все оставлю. Это все мне нужно. О, робы, да. Выложу робы. Такие неказистые. Колечко вора оставлю. Повышать привлекательность главным образом, чтобы... В принципе, можно и перед боем бафаться этой штукой. Так. Это надо продать тоже. Руины Кемелзе тоже. А, вот, кстати, пока я не забыл. Ну, хотя разрешение войти и прошение Касика лучше оставлю. Я, может быть, вернусь в скором времени к этим квестам, посмотрим. Ладно, значит, все, что надо было выложить, я выложил. Надо же. Тяжелый щит с заклинанием хамелеона. Ну, кто это придумал?
Самое важное, камни, чтоб их так. Может быть, ему хватит? Я ему, по-моему, 2 камня отдал. По идее, у меня с собой 3 разных камня проклятых. Да, здравствуй. О, момент истины, момент истины. У меня проклятый аквамарин есть. Да, он проклятый. Еще есть? Больше нет. Да вгонь его, еще же у меня куча всего. О, боже мой! Какая несправедливость! Мое сердце разбито и мир дерьма. Простите за мой французский. Но это же нечестно. Ну, что, какого черта? Даже в журнал запись не внеслась. По-моему, этот квест окончательно сломан. На! Я уже забыл, что я ему там дал. Аквамарин. Так. А, так это не записывается даже. Ой, сколько у меня будет мороки с этим квестом еще, а? Так, ребят. Я потом посмотрю, что я ему отдал. Вы, если помните, можете тоже написать в комментах, лишним не будет. Буду только благодарен, чтобы лучше запомнить это все. Так. Ух ты, пес какой. Ну, вообще надо быть, наверное... А, может, я что-нибудь... Призыв с кампа... А что так дорого с кампа призывать-то? Еще какие-то дурацкие заклинания у тебя. Вообще. Однако, у него 1000 монет, смотрите. Но он далеко не все берет, да? Так, ну ладно, это можно смело все теперь продавать, все драгоценности, раз такое дело. Хоть это и разбивает мое сердце, но... Да. Так, а что ты вообще, свитки берешь и камни, да? А, кстати, вот, пожалуйста. Нет, слишком жирно, понял. Лорд Дремора, вот неплохо. И что-нибудь еще продать, какую-нибудь дрянь тебе. Вот. Это слишком тоже. Вот это вот. Ну-ка давай, мне за мои старания. Супер. А, так, ладно. Поставить метку надо, пока не забыл. Прямо в свою нычку. Знаете, если на перегрузе буду. Так. Так. Ой, сколько всего. Как это называется? Марк. Марк 1. О, ничего себе, сразу получилось. Здорово. Так. Ладно, давайте продолжим, значит, операцию по спасению артефактов дейдрических. Сейчас мне надо будет еще тут побегать, попродавать всякое и все такое. Ну, в общем, в том же формате. Продолжаю торговаться. Морозные соли, коммуника, дешевое зелье, плюс все ее септимы, за пару жемчужин и цитрин. О, ну она меня любит, поэтому мне удалось с ней сторговаться нормально. Где там это зелье? Сразу бахнуть его. Ну а вот и сделка века. Эбонитовый посох взамен на все ее сбережения и 20 стеклянных стрел. Наконец-то нормальные деньги. О. Потом целую кучу всяких драгоценных камней, немного древского воску в магазин Редгардов. Крылатого сумрака и несколько драгоценных камней Анжирия. Отлично.
Ну и у нас всегда получается с Наруси интересный бартер. Вот есть ступка и пестик мастера взамен на 5 суперских зелий восстановления маны и ингредиентиков для зелий восстановления маны кустарных. И что, у меня получится уже больше 114 тысяч. Нет, я еще не все продал. 4 бриллианта, 1 рубин сюда. 4 рубина, 2 этих бриллианта сюда. 3 свитка сюда, левитация, вот это вот и открытие замков. Ну, конечно, он мне не продаст это так сразу, да, еще? Хотя бы так. 3 рубина, 1 дедрическая шкура сюда. 1 дедрическую шкуру сюда. Я, кстати, ни разу еще у него не был в гостях. У него вон корни хамума продаются даже. Вот знал бы, этот квест куда быстрее сделал бы давным-давно уже. Ну, давайте сразу, не отходя от кассы. Здорово. Я помню, что мы с тобой не очень друг друга поняли тут, когда я пришел и начал требовать... Ну, это все такое. Давай хоть парочку. Блин. 1 хотя бы септим, ну. Мне, в принципе, осталось только... Вот ингредиенты пораспродать. О, кстати, вот здесь я бы купил себе обед. Давай, яйцо клама, хлеб, не будем заморачиваться сильно. Так, и... Опять же, доэдра кожа. А, что у меня конь? А, вот аметисты еще. Вот как-то так. Сейчас надо еще посмотреть. Ну, вот еще тут от лишних ингредиентов избавился, которые там не особо полезные свойства дают. Ну, жир тролля, конечно, привлекательность, но он весит 2 фунта, черт возьми. Ну и, по сути, мне осталось продать только 1 аметист и 1 зелье восстановления интеллекта излишнее. Это, кстати, можно сделать в таверне даже. О, кстати, в этой не было. Ну, ладно, я на самом деле пока не хочу туда заходить, а то еще какой-нибудь квест на голову свалится. Я пока не хочу, я к этому не готов. Где мать Олессия? Вечно я... Может, этому удастся продать? С лопатой парню. А, вроде все подряд берет. О! 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 Все! 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 Так, ну что ж. Теперь давайте транспортировать мои доэдрические штуки. Вот, в общем-то, мой гир, так сказать, походный. Так-то это больше половины всего веса, который я могу таскать. Вмешательство Альмсиви. Ну, давайте, я даже подожду, пока восстановится максимум. По максимуму. Запас сил. И... Куда меня телепортирует? О, интересно. Во-первых, Вивека, во-вторых... А что это с вами? Поторговать можно. Нормально меня телепортировало, да? Кстати, заклинания хорошие. У меня вроде такое есть даже. Ну, на всякий случай возьму. Слушайте, а... Надо брать все. Слушай, это я удачно телепортировался весьма даже. Да, кстати, они часто сейчас говорят, не слышал ли я о тебе там и все такое. Вот, значит, как, да? Отсюда, значит, ближе до Вивека, чем
Да, Альмастира. Ну, блин, ну когда-нибудь я смогу это кастовать нормально. Надо тренироваться вот этим заклинанием, повышать. Ну, короче, не суть. Давайте возвращаться. О, прекрасно. Ну, вообще, мне интересно, откуда я могу... Вот куда надо прибежать, чтобы я смог телепортироваться не в Вивек, а... Блин, куда-то он туда, наверное, надо пробежать. Аж вон туда, и пока не упрусь водное пространство. Слушайте, я, знаете, забыл купить каких-нибудь дешевых ингредиентов для стамины. Кстати, я помню, тут есть учитель. Я тут, кстати, пока бегал по торговцам, еще заходил вообще в каждый дом практически. Болтал там с обитателями, спрашивал, не научите ли там чему-нибудь меня. Этот вряд ли красноречию научит. Ну да. Навыки полезные, конечно, но не те, что мне нужны. Так, ну вот отсюда, возможно... Ну, здесь где-то 50 на 50. Так. Альмсиви. Вот. Ну, давай, порадуй меня. О, Альмастир, отлично. Я прям-таки счастлив, друзья. Нащупал откуда куда. Так это же значит, можно даже кораблями не пользоваться теперь. Зачем? Мне большого труда не составляет напряга, да, телепортироваться таким образом. Я даже скуму всю свою, наверное, возьму. А лунный сахар это... Ладно, он, похоже, так и должен тут быть. Ну, запас отмычек, чтобы не взять. О! Так, рекол мне нужен. Великолепно. Один топор надо будет продать. Вот этот. Так. Красота. Великолепно. Ну и это на тот случай, если я когда-нибудь начну качать тяжелую броню. Ну, когда-то, наверное, это случится. Так, а где моя вся скума? Давайте стакнем это, стакнем. О, 25 скумы. Нормально, да? Так, еще что-то там. Отмычки. Так, давай, 13 отмычек, наверное. Даже 14. Да, нормально уже тут скопилось. Ну, топор один я продам этой свободной медведице. Наверное, за весь ее просто ассортимент товаров, который перепродам потом другим. Так, ну и теперь... Да, надо мне все равно в Альмастир.
Хотел я там посетить одно местечко. А точнее, в окрестностях Альмастира. Ну, я думаю, кстати, можно уже бахнуть вот это зелье. И потом надо будет заморочиться приобретением дешевых ингредиентов для зелья восстановления стамины. Вот, в общем, давайте увидимся там уже на месте тогда. В общем, вот это местечко, которое я хотел посетить. Давайте к нему двинем потихоньку. Вот это получится, наверное, последнее поселение из проработанных на данный момент в этом районе Антирина, в этом Raid Rebuild. Ну и этот остров тоже. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что они доработаны. Так-то должны быть. Вот, глянем, что там у них. Вот, но это будет уже в следующем эпизоде. Вы уж меня извините. Но сегодняшняя сессия записи Моровинда у меня вышла какая-то совсем уж длительная. Вот, предыдущий эпизод затянулся на почти что 1:20. Вот, и в этом сколько закадровой беготни получилось. Это вообще... Кстати, Джаджаба ушел отсюда, да? Да, Джаджаба ушел. Вот, так что, друзья, давайте этот мост перейдем уже в следующем эпизоде. Забавно будет, если там ничего нет. Ну, посмотрим. Вот, за сим благодарю вас за внимание, за просмотры. С вами был Сэр Холмс, Morrowind, там Raid Rebuild, и пока-пока.